Сегодня, друзья, с Джессикой решили половить на поставушки. Те, кто ловит на жерлице и оставляет их на ночь, знает, что утром предстоит тяжелая работа. Даже если жерлица сработана, то она примерзла. Леска примерзла ко льду. Вы берете пешню, начинаете выдалбливать и по несчастливой случайности обрезаете леску, а поставуха стоит подо льдом. Вам нужно только проволочно очистить лунку, достать и проверить. Если там дохлый живец, меняем живца. А если все нормально, вы просто опускаете ее назад и поехали дальше. Вот в чем преимущество ловли на поставухе. Она работает и днем, и ночью. И она может стоять неделями подо льдом, если хороший живец и в воде есть кислород. Я уже проверил несколько штук, пока пусто. Сейчас будем с Джессикой проверять эту. Джессика, скажи, рыба-то есть, а? Есть рыба-то? Так, вообще, что-то не пойму. Пошло. Ого! Друзья, у нас размотка и до конца. Ну, хотя это ни о чем не говорит, но надежда есть. Так, вот смотрите, главное, чтобы ваша основная веревка не перепуталась с той, которая идет к планке подо льдом. Ну, пока ничего нету, как бы так. Ничего не чувствую. Джессика, рыб-то есть, а? Так. Тяжесть небольшая, но может быть трава. Я делаю длинную веревку, потому что зима длинная, лед становится толстым. Так, рывок, друзья! Ну и как всегда, здравствуйте! И снова с вами Селигер, я Владимир Мировов, Джессика и мой канал Селигерский хуторок. И мы снова в поисках приключений. И как всегда, эксклюзивчик на моем канале. Ловим на поставуху. И главное преимущество поставухи с жерлицей, то что она работает рывок еще один, постоянно. Так, к лунке Ух ты, хороший рывок. Хороший рывок. Блин, осторожно надо. Я так мотаю и наматываю, попадаю на рывок. Джессика знает, в чем дело. Опа, еще один. Еще пошла назад. Так, стравливаю, друзья. Мне не поднять. Мне не поднять. Так, мой поводок пошел. Опа, рывок. Еще один. Я пока не знаю, что там. Блин, осторожно надо. Блин, рыбку-то хочется. Джессика любит рыбку. Смотрите, друзья, держим поставуху в руках, потому что если сильный рывок... Ух ты, это кто? И как всегда, здравствуйте. И снова с вами Селигер, я Владимир Мировов, и мой канал Селигерский хуторок. И мы снова в поисках приключений. И как всегда, эксклюзивчик на моем канале. И сегодня, друзья, как вы поняли, я хочу вам рассказать о своей ловле в палатке в зимней на Селигере. Как это все было. А начиналось это все с моей поездки на моем бронированном малыше по Селигеру,
Я погрузил все в санки, завел свою мотособаку, и мой маленький танк помчался по Селигеру к моему заветному месту. А место было проверенное еще в прошлых годах. Я здесь ловил. Глубина около 9 метров. Рядом берег, что очень хорошо при сильном восточном ветре. Палатка 2 на 2 и 2 вверх. Ее может сдуть, хотя я ее креплю. Ну, приехав на место, как обычно, просверлив 2 лунки на глубине 9,5 метров, я подкормил перловкой. Друзья, кто не знает, как быстро приготовить перловку, я вам в 2 словах скажу. Вы берете обычный термос, ошпариваете кипятком, кладете туда стакан 250 мл перловки. Я кладу еще лавровый лист, и у меня есть сухой укроп. Заливаю все это кипятком, закручиваю термос. В моем случае я ставлю в теплую печку, где там градусов 60 у меня в духовке. Больше не надо, а то термос у вас плавится. Можете завернуть в полотенце, в шапки, поставить на батарею. И утром у вас будет готовая отличная перловка, где перловина от перловины отделяется. Самое то, что нужно. Очень прекрасно для ловли на фидер. Я всегда это использую. Можете добавить ванильный сахар, сахарочек обычный, все подсластить. Лещ любит сладкое. Ну вот, подкормив перловкой, я поставил палаточку. Ну и как обычно ее обустроил. Ну, потом забросил 2 удочки. Одна с мормышкой 0,22 грамма. Очень маленькая мормышка со спичечную головку. Все поклевки явно выраженные. Вы представляете, спичечная головка, на которой 4-5 мотыльков и 1 опарыш. Там мормышку-то не видно. Кивок сразу вниз или подъем вверх. А вторая мормышка 1 грамм. Между прочим, тоже работала. И на нее было меньше сходов. На мормышку 0,22 грамма, там маленькое жало, было очень много сходов. Так что нужно подумать, прежде чем ловить на легкие мормышки. И она очень долго опускается. Очень долго. Нужно ловить только в палатке. Иначе леска будет замерзать, нужны мягкие лески. То есть вот нюансы. Хотя очень явно выраженные поклевки. Практически каждая поклевка — это пойманная рыба. Ну, рыба потихонечку подошла. Стали появляться поклевки. Я начал вытаскивать по несколько штук и по несколько штук отпускать. Но рыба была маленькая. Мне такая не нужна. Ребята, друзья мои, мы что, с вами голодные? Есть. А теперь нету, друзья. Мормышка 0,22 грамма. Подъем был, друзья. Здесь мормышка 1 грамм. В 5 раз больше. Там со спичечную головку. А здесь с 5 спичечных головок. Давай, заходи. Ну, вот такой. Нормальный. Отпускаем. За бабушкой с дедушкой. Поклевка. Есть. На мелкую. На мелкую поклевки очень явные. То есть она маленькая, со спичечную головку, и берет очень хорошо. Даже такой маленький подлещик. Вот смотрите. Вот она, мормышка. Маленькая-маленькая. Насадка объемная, красивая. Ну что, дружок, молодец, хорошо клюнул. Ты выиграл приз.
Подъем. Давай, давай, давай. Покрупнее. Больше, чем ладошечник. Попутай мне еще здесь все. Я тебе и так осторожно беру, чтобы не поранить. Смотрите какой. Отпускаем. Давай, плыви, отсель. Плыви, сказал. Блин, аферист, а. Ну, аферист же, а. Во. Тетить засранец-то. Давай, уходи, отсель. Поклевка. Настоящую. Сначала подняла, а потом притопила. Что-то не крупное. Решил попить чайку, как обычно. Да, друзья, мелочевка. Ну, что есть, то есть. Мы что, будем брать вот такую мелочь ладошечников? А что же останется нашим детям, нашим внукам? Мне есть что поесть. Поэтому я ее отпускал. Был аттракцион неслыханной щедрости. Есть. Поклевка на игру. Ну, не мелочевка. Что-то там есть. Было. Поклевка на игру. Давай. Заходи. Ладошечник. Таких не берут в комсомольцы. Давай ползи, отсель. Поклевка на игру. Не крупная, но сопротивляется. Такой больше, чем ладошечник. Красота. Вали, отсель. Поклевка на игру. Кивочек согнулся. Такое ощущение, как окунь долбанул. Подлещик. Подлещик. Такой ладошечник. Но мелковат еще, друзья. Не будем жадничать. Мы что, совсем голодные? О, кашку ест. Смотрите. Ест кашку. Плыви домой. Есть. Ну, не пятачок. Сколько у меня сегодня сходов было на эту удочку уже. Давай, заходи. Тебя здесь ждут. О, я говорю, сколько сходов было. Ха-ха, я бы его все равно отпустил. Давай, плыви.
Шок у него. Вот так вот, друзья. Рыбалка шла своим чередом, и я решил перекусить. Немного поев, там 2 котлетки, кусочек хлебушка я оставил на потом. Попив чайку, я вышел из палатки, и я удивился. Вот как прекрасен Селигер. Вот только что было такое пасмурное, ветреное утро, и вдруг ветер разогнал тучи, над Селигером вышло солнце, никаких облаков. Воздух чист и прозрачен. Друзья, вот он, Селигер. И за что я его люблю? Вот за эту красоту. Прошло еще немного времени, и я опять стал ловить. Рыба стояла на месте, она была не крупная, поклевки следовали, я ее вытаскивал, я ее отпускал. Пускай себе живет, пускай себе растет, а летом я приду ее на фидер ловить. Поклевка на игру. Метр ото дна. Упирается. Опять сход. Да что ж такое-то, а? Поклевка на игру. Притопила. Ух ты, назад. Покрупнее. Ну, все, мелочевка. Опа! Какой красавец! И неужели мы такого красавца возьмем на сковородку? Пускай растет. Летом я за тобой с фидером приду. Давай. Давай, давай, давай. Слушайте, я ему как про фидер-то сказал. У него, смотрите, как глаза-то повылезали. Он прям это самое в шоке. Подъемчик.
Поклевка на игру. Подъем. Пью чай. Почти пью, уже закипает. Ох, блин, сейчас мне там выкипит все. Ого-го, крупняк пошел. Ну, после была поклевочка, которую я оставил. Вот такой небольшой подлещик я решил взять бабушке. Думаю, там я ставлю свой мотобуксировщик. Если кто знает, Зина уже из дома не выходит. Вот. И ей Люся, может, приготовит. И вот такой попался мне еще. Ну, подлещики небольшие, но хоть пару штук взять. Из того, что я там штук 12-14 отпустил. Подъем. Там тишина. Не проспать бы. Пообедать решил. Еще раз перекусить. Давай! Заходи. Ну, как бы. Эх, ты вообще в наглую уже. Ну, вот этого у бабушки я оставлю. Хоть что-то пожарит на сковородку. И так сегодня наотпускал. Аттракцион неслыханной щедрости. Поклевка на игру. Упирается. Так, упирается. Поводок мой пошел. Назад. Назад. Не вижу. Блин, заходить не хочет. Хороший. 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 Такой уже приличный подлещик. Этого можно оставить. Че всех отпускать-то? Бабушкам можно отдать. Они рыбку любят. Вот так вот, друзья. Вот такая рыбалка была на Селигере. Я был в тепле, в палатке, рыбка поклевывала, я получил огромное удовольствие, чего и вам желаю. Ну, а с вами, как всегда, был Селигер. Я Владимир Мировов и мой канал Селигерский хуторок. До встречи, друзья, до встречи на Селигере, на моем канале Селигерский хуторок. И пусть вам повезет больше, чем мне.